Они радостно концентрируются и гордо хотят идти вперед. Замаячил оперативный неуспех. По циферкам выходит что-то страшное. Добрый вечер, мы с Украины. Но это же старые меры. Как бы вот у нас суперсовременная система, разработанная Сколково. Да. Вот. Это абсолютно неуспешная операция, потому что публика не понимает этого. Побед нет, и объяснить их невозможно. Почему? Простыми словами говоря, это даже не армия. Да вы усилили? Они скажут, ну мы усилили.
И вот оно все радостно пуляет. Пуляет, 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 а выпалить не может. Дальше начинается возня, пытающаяся изобразить, что так и было задумано с самого начала, и операция идет по плану. Это тошно им станет чуть попозже. Но это же старые меры. И вот оно все радостно пуляет. Пуляет, 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 а выпалить не может. Надо поставить 20 тысяч солдат с зеркалами. Даже не знаю, с чем сравнить, но, по-моему, подул северный ветер. А вы усилили? Они скажут, ну мы усилили. Что-то очень дальнобойное и красивое, очень точно прилетает. Украинская сторона резко прибавит боевых возможностей. А как тут эта сторона прибавит боевых возможностей? Будут работать по Уралу. Кажется, в приличном состоянии. Запад на полном серьезе. Поверив в эту мыльную сказку, которую придумал Пузырев про страшную российскую армию. Максимум можем там поаплодировать, да, я же говорю, для $100. Побед нет, и объяснить их невозможно. Почему их нет? Универсальная машина. Универсальная машина. ВВС. ВВС. Сфера особого внимания. ВВС. Универсальная машина. Универсальная машина. ВВС. ВВС. Щелкает в телевизор. Видит, как ему переключая, ему показывают фильмы про то, какая крутая, славная российская армия спецслужб. Универсальная машина. Универсальная машина. ВВС.
Участники последнего парада. Простые ребята. Добрый вечер. Мы с Украины. И что ж ты скажешь тут? Надо что-то новое придумывать. Это последний успех российской армии на территории Украины. Вторая армия мира не смогла достичь результатов. Он задолбал уже полмира, реально. Сила и слабость путинского режима заключается одновременно в одном и том же. Готова затянуть пояса, пить боярышник, есть кору. Как бы вот у нас суперсовременная система, разработанная в Сколково. Да. Начали интенсивно взрываться и гореть так глубоко, где они не ожидали. Простыми словами говоря, это даже не армия. Они страшно стараются. Но эта ракета обидится и полетит в какую-нибудь другую цель. И теперь вам есть что писать в аналитической записке в докладе Владимира Владимировича, глядишь, еще герои падут кому-то. Дальше начинается возня, пытающаяся изобразить, что так и было задумано с самого начала, и операция идет по плану. Куда вкладывали миллиарды долларов российские налогоплательщики, чтобы вот это вот построили?